Представьте себе, что каждое слово, произнесенное вами, обладает невероятной силой, способной трансформировать не только ваше эмоциональное состояние, но и физическое здоровье. Это не просто красивая аллегория, а реальность, подтвержденная научными исследованиями. Доктор биологических наук, известный своими новаторскими работами в области волновой генетики, Петр Горяев, выдвинул гипотезу о том, что словесные конструкции те обладают способностью выступать в роли генетического материала, оказывая воздействие на физическую материю. Его открытия, привлекшие внимание мирового научного сообщества, демонстрируют, что слова способны влиять на биологические процессы, открывая новые горизонты в понимании человеческого организма. Горяев не только теоретически обосновал эту смелую идею, но и разработал передовые методики, направленные на улучшение здоровья человека посредством волновой генетики. Он придерживался мнения, что словесность является фундаментальным элементом мироздания. Люди, используя как письменные, так и устные формы речи, активно участвуют в этом процессе. Все начинается с абстрактной идеи, не имеющей материальной формы, которая затем обретает очертания через слово и воплощается в нашей реальности. Таким образом, слова становятся мощным инструментом для создания книг, реализации проектов и разработки изобретений. Они материализуются в виде зданий, железнодорожных путей и даже летательных аппаратов, демонстрируя свою способность влиять на окружающий мир. Создавая словесные конструкции, мы фактически творим новую реальность, которая до этого момента не существовала в физическом мире. Аналогично, каждое живое существо начинает свое путешествие в этот мир с набора генетических инструкций, заложенных в его хромосомах. Эти генетические слова не только определяют нашу биологическую сущность, но и формируют наши мысли и мечты, позволяя им трансформироваться из абстрактных концепций в осязаемые элементы реальности. В своих новаторских исследованиях Петр Горяев представил поразительные доказательства влияния слов на живые организмы, в частности на растения. Он обнаружил, что ДНК растений, подвергшихся сильному радиационному воздействию, претерпевала мутации, которые влекли за собой серьезные нарушения на генетическом уровне и, как следствие, длительные негативные последствия для их здоровья и биологических функций. Горяев утверждал, что эти организмы обречены на неминуемую гибель. Однако в ходе одного из экспериментов, когда этим поврежденным растениям начали транслировать голосовые сообщения на разных языках, содержащие инструкции по восстановлению их ДНК, произошло невероятное. Генетическая структура растений начала восстанавливаться, словно следуя вербальным командам. В результате проведенных исследований наблюдалось явное восстановление генетической структуры растений, что позволяет говорить о значительной роли звуковых волн в процессах репарации ДНК. Как отметил исследователь Горяев, растения нас слушали, что подчеркивает удивительную способность живых организмов воспринимать и реагировать на звуковые колебания. Экспериментальным путем было доказано, что генетический аппарат поддается корректировке даже в сложных ситуациях, что открывает новые перспективы для биотехнологий. Горяев выдвинул гипотезу, что генетический механизм человека представляет собой сложную систему голографических проекций, включающих многоуровневые схемы формирования организма. Эти голографические образы служат своего рода руководством для делящихся клеток, определяя их местоположение и способы создания органов, конечностей и головы, которые в совокупности формируют целостный организм. Чтобы подтвердить свою теорию, ученый провел эксперимент с икринкой головастика, из которой предварительно удалили ДНК, превратив ее таким образом в неодушевленный объект. Затем в эту икринку была помещена генетическая информация, полученная от живого головастика. К удивлению исследователя, икринка вновь обрела признаки жизни. Начался процесс формирования тканей, нервной системы и кровеносных сосудов, что свидетельствует о поразительной способности генетической информации восстанавливать биологические структуры. И вот, словно из ниоткуда, возник новый головастик, демонстрируя загадочные процессы мироздания.
Петр Горяев, опираясь на свои глубокие изыскания, пришел к убеждению, что первоосновой всего сущего является информация, облеченная в словесную форму. Он выдвинул смелую гипотезу о том, что посредством мощной концентрации мысли и вербального выражения можно преобразовывать собственную сущность. Это, по его мнению, особенно значимо для поддержания здоровья. Мысль человека, выраженная в словах, способна оказывать влияние на молекулы ДНК, видоизменяя их конфигурацию и структуру. Горяев предостерегал, что негативные высказывания и мысли, в частности нецензурная брань, могут не только нанести урон сознанию, но и пагубно воздействовать на окружающую среду, порождая цепь проблем, передающихся из поколения в поколение. Он призывал к активному диалогу со своим телом, устанавливая своеобразный пакт о поддержании здоровья. По его мнению, непрекращающиеся мысли, такие как «я болен», «мне плохо» или «это никогда не пройдет», лишь усугубляют положение, прочно закрепляя болезни в сознании. Он пришел к выводу, что в будущем информационная медицина станет одним из краеугольных камней системы здравоохранения. Несмотря на скептицизм со стороны традиционной науки, Горяев был твердо уверен, что его методики могут стать одним из наиболее действенных способов в борьбе с различными недугами. В будущем медицина, вероятно, будет опираться на использование специализированной информации, включая аудиопрограммы, для достижения исцеления. На протяжении 2 десятилетий ученый Петр Горяев посвятил себя разработке новаторских аудиосессий, известных как матрицы. Эти аудиосессии можно рассматривать как своеобразные биологические слепки здорового организма. С помощью уникального лазерного оборудования информация о состоянии здоровья трансформируется в звуковые колебания, формируя матрицу. При прослушивании этих звуковых сигналов организм получает импульс к правильному функционированию, что запускает последовательное восстановление ДНК до оптимального и здорового состояния. Аудиоматрицы, ассоциируемые с именем Петра Горяева, действительно находятся в открытом доступе. Однако существует некоторая неопределенность относительно того, все ли программы, представленные под его авторством, были фактически созданы им лично. После кончины Петра Горяева в 2020 году достоверность этих материалов остается предметом дискуссий. Кроме того, Петр Горяев проводил исследования, касающиеся существования человеческой души и так называемых «кричащих нитей ДНК». В 2020 году мир лишился Петра Петровича Горяева, однако его имя продолжает звучать в научных кругах на международном уровне. Несмотря на известность, исследования этого ученого остаются не до конца понятыми даже для авторитетных деятелей науки. Горяев оставил после себя весомые доказательства своих теорий, которые в принципе доступны для восприятия любого человека, однако сам он нередко испытывал трудности с объяснением первопричины наблюдаемых явлений. К примеру, ему удалось установить, что душа человека – это не абстрактное понятие, а вполне реальная субстанция, имеющая материальное воплощение. За 40 лет до своего ухода из жизни Петр Горяев трудился научным сотрудником в одном из институтов Академии наук СССР, где занимался вопросами физики и техники. Официально его сферой интересов была квантовая генетика, но его истинной страстью являлось изучение человека, процесса эволюции организма с самого момента его зарождения. Наука достаточно подробно изучила процесс развития плода в утробе матери, но Горяеву этого было недостаточно. Он стремился проникнуть в тайны формирования человеческого тела, понять, каким образом оно приобретает свою окончательную форму. Загадка формирования человеческого тела продолжает волновать умы исследователей. Что именно определяет развитие рук, ног и волос? Почему процессы идут именно так, а не иначе? Очевидно, что за этим стоит сложный механизм, который пока не до конца понятен науке. Генетическая память, безусловно, играет важную роль в этом процессе, но она не является единственным фактором. Существует и некий иной процесс, который пока остается за пределами нашего понимания. Некоторые ученые критикуют исследования, проведенные Горяевым, называя их псевдонаучными. Однако сам Горяев напоминает, что в прошлом многие научные открытия, включая саму генетику, также подвергались сомнению и критике.
Сложность процессов, происходящих в организме человека, такова, что они вряд ли могут быть объяснены с помощью одного единственного механизма. Вероятно, он настолько сложен, что человечество пока не имеет возможности описать его в виде целостной теории. Например, почему сердце человеческого эмбриона начинает биться именно на 7-й неделе после зачатия? Что запускает этот процесс? И почему именно в этот момент? Эти вопросы пока остаются без ответа, подчеркивая глубину и загадочность механизмов, управляющих развитием человеческого организма. Петр Горяев задавался вопросом о том, не наделены ли биологические клетки своего рода изначальным сознанием в момент их слияния. Его научные изыскания встретили яростное сопротивление со стороны могущественного фармацевтического бизнеса. Горяев стремился убедительно показать, что на наши клетки влияют не только осязаемые факторы, но и некие высшие, пока еще не изученные силы. Если человечество сумеет постичь природу этой силы, то станет возможным лечение не только лекарствами, но и посредством силы слова. Всем известен феномен существования людей, которые, как говорят, способны исцелять молитвой. Безусловно, среди них встречаются и обманщики, но есть и подлинные целители. Хромосомы, по мнению Горяева, способны издавать звуки, которые представляют собой своего рода команды, определяющие развитие организма по определенной программе. Для детального изучения этого процесса исследователи взяли образец ДНК теленка, поместили его в специальную емкость для проведения спектрального анализа, а затем воздействовали на образец ДНК лучом лазера красного спектра. Удивительно, но ядра ДНК не являются статичными структурами, они постоянно совершают колебательные движения, порождая при этом своеобразные звуковые волны. Здоровые ядра издают низкие, монотонные звуки, что-то вроде тихого гудения. Однако, когда на них воздействуют концентрированным лазерным лучом, их звучание претерпевает резкие изменения, становится пронзительным, словно ядро издает отчаянный крик. По мере усиления лазерного воздействия ДНК теряет свою целостность, превращаясь в безжизненную материю. Тем не менее, даже после разрушения ДНК продолжает издавать слабые звуковые сигналы. Это явление, которое ученый Горяев назвал «призраком ДНК», сохраняется на протяжении 40 дней. Примечательно, что этот срок совпадает с народными представлениями о том, что душа умершего остается на Земле в течение 40 дней. Благодаря усовершенствованной аппаратуре Горяеву удалось достичь поразительных результатов, включая восстановление семян, которые ранее были повреждены лазером. Наука не перестает удивлять нас своими открытиями, а пример великих ученых вдохновляет на новые поиски истины. Если вас заинтересовали исследования Петра Горяева, мы рекомендуем ознакомиться с нашими видеоматериалами, которые помогут вам глубже понять тайны долголетия и удивительные возможности человеческого организма. Повествования, которые мы предлагаем, убедительно свидетельствуют о безграничности человеческих возможностей, которые открываются, стоит лишь дать волю дремлющему потенциалу. Поразительные случаи и воодушевляющие идеи, способные перевернуть ваше представление о границах возможного, уже готовы предстать перед вами на страницах нашего канала. Здесь вы найдете не просто рассказы, а живые примеры того, как целеустремленность, вера в себя и упорный труд могут привести к невероятным достижениям. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать горизонты человеческого духа и находить вдохновение для собственных свершений.